Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя, и по традиции я показываю вам свою готовую работу из стареньких. И сегодня это вот такой чудесный хомячок. Я думала о том, что же вам показать, и решила, что сейчас такое клубничное время как раз, где-то оно уже наступило, где-то оно вот-вот наступит. У нас клубника тоже сейчас уже активно продается, правда привозная, поэтому подумалось мне, что самое подходящее время для вот этого замечательного хомячка и дизайна под названием «Клубничное счастье». Это разработка фирмы Lansweet, очень такая старенькая. И я когда-то увидела этого хомячка, влюбилась буквально с первого взгляда на него, на его мордочку, на его очаровательную. И, конечно же, вот эти ягодки. Они здесь просто такие настоящие, объемные, очень-очень вкусненькие. И мне очень они понравились. Я занималась этой работой, я сейчас не вспомню, то есть год это, лет 10, наверное, назад, грубо говоря, может быть, чуть меньше. И тогда для меня это была достаточно непростая работа, потому что здесь были моменты такие, действительно непростые в плане намешанных цветов. То есть, насколько я помню, в цветочках, мне кажется, самое сложное было вот в этих беленьких цветочках. Так-то и листья, и сам хомячок, они вышивались вообще очень легко. Ягодки, они там местами полегче, местами посложнее, потому что каких-то, опять же, оттенков было много, какие-то такие вот вкрапления, вот эти вот желтенькие, конечно, они такими маленькими-маленькими группками, но, тем не менее, это все равно вышивалось все достаточно просто. Много здесь бэкстича, на тот момент для меня вот такое количество бэка это было много. Сейчас я вам ставлю немножечко фотографий вот с этим хомячком поближе посмотреть, чтобы можно было, потому что он очень-очень, конечно, хорошенький, миленький. Французские узелки в цветах, их тоже там было довольно-таки много, и разными оттенками, как минимум 2 вот сейчас я вижу, так-то я уже, конечно, не помню. Были здесь Lazy Daisy петельки в 2 нити, которые вышивались на ветке, которая находится в верхнем правом углу, и если мне не изменяет память, возможно, это были мои первые вот эти лейзики. Не совсем уверена, но мне кажется, что это именно так. Не могу сказать, что они у меня получились как-то супер идеально, но тем не менее для первого раза вроде бы и неплохо. В общем, работа очень прелестная, очаровательная. Размер у нее 24 на 30 сантиметров, если брать по крестикам. И вышивалась она, насколько я помню, на 16-й аиде. Оформилась у меня эта работа вот в такую большую массивную раму, и мне нравится это оформление. То есть здесь аж тройное паспорту и вот такая большая-большая рама. Багет сам такой красно-рыжий, в общем-то он подходит и к цвету хомяка, и к цвету клубники, и мне кажется, очень хорошо сочетается. И здесь вот такое тройное паспорту, темно-зеленый, рыженький и светлое верхнее создают такой вот объем. Мне кажется, очень даже классно, здорово получилось. Я, конечно же, опять не могу разместить эту работу целиком в кадре, потому что она большая и объемная получилась. Как я вам сказала, уже 24 на 30 это размер работы по крестикам, а если замерять по раме, то это 43 на 50. То есть такая достаточно внушительная работа. Очаровательные, милейшие, прелестнейшие, самые теплые у меня воспоминания и впечатления от этой работы. Вышивалась в целом хорошо, и получилось здорово, и настроение поднимает до сих пор. Вот в этой части идет полукрест, также полукрест есть еще вот здесь немножко, а все остальное вышивается крестиком в 2 нити, и вышивается, в общем-то, прекрасно. Вот этой замечательной работы дизайном от фирмы Lansweet «Клубничное счастье» мне захотелось с вами поделиться сегодня. Надеюсь, что вы немножечко улыбнулись, глядя на этого хомячка. А мы переходим к тому,
что выбрал для меня и для участников игры «Вышить все» кубик на этой неделе. И сегодня у нас 20-й юбилейный бросок кубика. Кубик у нас сегодня будет синенький. В прошлый раз нас кубик порадовал выпавшей единичкой, которой до этого просто очень давно не было. И теперь самый давний не выпадавшей цифрой тройка у нас остается. Но что будет сегодня, что мы будем вышивать на следующей неделе, давайте узнаем. Может быть, все что угодно. Давайте, может, снова загадаем все вместе какую-нибудь цифру. Интересно же, какую? Итак, на следующей неделе мы вышиваем работу под номером 1. Ну что ж, единица, видимо, как-то решила взять свое, догнать по выпадениям какие-то другие цифры, и, значит, будет единичка снова. У меня это, опять же, Баба-Яга от Панны. Я с радостью ее повышиваю. Ну что ж, у нас снова единица, и у меня по цифре 1 находится Баба-Яга от Панны. Я с огромным удовольствием ее вышивала на прошлой неделе и с таким же удовольствием вышиваю на вот этой неделе. Такая вот у меня бабуся должна получиться. И сейчас она у меня выглядит вот так. Это 62% работы. На прошлой неделе я вышила ей волосы и начала вышивать лицо. На этой неделе продолжу заниматься лицом. То есть в первую очередь я буду зашивать все, что находится вот здесь. Это лицо, это ожерелье и серьги. Так что буду начинать я именно с петита. Не знаю, сколько здесь будет по объему в крестиках, но я думаю, что именно вот лицо, оно уже будет вышито у меня полностью. После этого, наверное, переберусь куда-нибудь вот сюда. Здесь метла, да, рука. Рука, может быть, параллельно тоже будет вышиваться в какой-то степени. Ну, а дальше я посмотрю. То есть, может быть, я займусь бэкстичем и вышью на вот этой части бэк, а может быть, перейду к обычным крестикам. Здесь посмотрю чисто по настроению, потому что после петита, возможно, мне захочется простых, обычных крупных крестиков. Тогда буду заниматься ими. Ну, а если я не буду чувствовать в себе никакой усталости и мне захочется как-то преобразить именно Бабу-Ягу, то, может быть, сделаю на ней какое-то количество бэка. То есть здесь я планирую нашить 1000 крестиков тем или иным способом. Что касается темы этой недели. На этой неделе я решила, что буду заниматься теми работами, которыми просто хочу заниматься на этой неделе. Либо считаю необходимым их продвинуть по каким-то причинам. Поэтому в этот раз все исключительно по моему волевому решению. Ну, кроме, конечно, того, что выберете вы. Того, что девочки выберут на Бусти, и того, что мне выпадет в голосовании на Ютубе. Вот помимо этого, все остальное я буду выбирать сама. И первое, что я выбрала, я думаю, что многие догадались, что это за работа будет, это жабонька. А почему? А потому что мне просто хочется ее дошить. Очень-очень хочется. Здесь осталось вышивать мне уже где-то 700 крестиков, хотя самих крестиков осталось совсем немножечко вышить. Вот буквально у нее тут в пузике, на щечке и в глазах. Остальное это будет бэкстич. Немножко еще есть полукреста где-то тут внизу. Остальное это будет бэк. Бэк здесь вроде бы достаточно легкий и простой, как мне показалось, когда я рассматривала его в схеме. Поэтому надеюсь, что это получится у меня довольно быстро. И в следующее включение я уже покажу вам готовую жабоньку. Запомните ее сейчас вот в таком виде, ну и потом вы увидите, как она преобразится, потому что бэк, конечно же, ее преобразит. Думаю, что на самом деле на первую половину недели мне будет этого достаточно, но все же покажу еще одну работу. Может быть, я там сделаю совсем немножко, 100-200 крестиков, но все же давайте зафиксируем то, как она выглядит на начало недели. Это мой лонгдог. Он у меня в последнее время очень мало продвигается. Последние месяцы, скажем так, продвижения в нем совсем такие скромные. И мне хочется немножечко его подтолкнуть.
поэтому позанимаюсь им. Готово у меня здесь почти 28%, но вышивать еще 57 тысяч крестиков. Поэтому, конечно же, здесь еще шить и шить, но хотя бы сколько-то добавить ему на этой неделе, ну, ту же 1000, например, мне бы хотелось. Я понимаю, что сейчас вот... Опять же, вот эта первая половина недели у меня будет не настолько, скорее всего, свободна, чтобы сделать эту 1000 за эти дни, но какое-то количество крестиков, я думаю, что здесь сделать смогу. В прошлый раз я занималась вот этим вот кусочком, вышивала темно-серым цветом, ну и, вероятно, опять же, продолжу именно этим кусочком и заниматься. Здесь либо немножко вверх пойду, либо немножко влево пойду. Вот это тоже та работа, которую мне хотелось бы продвинуть в ближайшее время. Ну, вот еще немножко в мае мне хотелось бы ее продвинуть. Вот такие у меня планы. Скоро мы с вами увидимся. Я надеюсь, что увидим хорошее продвижение и готовую жабоньку. Что ж, первая половина недели у меня прошла, и прошла она даже более продуктивно, чем я ожидала. Начинаем мы с Бабы-Яги. Давайте посмотрим, как она у меня выглядела. Не слишком, может быть, красиво выглядела сама бабуся. В этот раз тоже, честно говоря, красоткой ее назвать сложно. Она по-прежнему несколько пугающая, наверное, будет. Но давайте уже посмотрим на то, как она выглядит сейчас. И теперь она выглядит у меня вот таким вот образом. Не могу сказать, что чудесным. Обычно я часто говорю вот таким чудесным образом. Но вот здесь, да, слово чудесным, наверное, пока не очень подходит. Я вышила ей лицо полностью петитом. Вышила руку. Немножко здесь вот не дошила ожерелье. Давайте поближе сделаем. Вот здесь череп еще не дошит, и вот здесь бусины не дошиты, в сережках тоже тут есть еще другие цвета. Но само лицо вышито уже полностью, и рука, по-моему, тоже вышита полностью. Здесь есть еще петит, вот тут будет, но это перья, то есть там какие-то перья висят, вот там тоже много петита. А вот рука, по-моему, уже полностью крестики готовы. В этот раз я вышивала исключительно... Так задумалась, ну вроде бы да, исключительно петитом. То есть всю 1000 крестиков, 1076 я сделала в этот раз, и вся она была вышита именно петитом. Нормально, в общем-то, очень даже нормально все вышивалось. Я увлеклась и делала это с удовольствием, но вот немного не хватило у меня времени для того, чтобы дошить вот здесь. Уже как-то не успела просто. Но мне нравится... Ну как, я не могу сказать, что мне нравится результат, скорее я просто довольна, что я сделала вот тот петит, насчет которого больше всего переживала. Как я говорила, с ожерельями у меня уже тут более-менее как-то все понятно, я понимаю, что там ничего сложного нет, а по поводу лица я немножко переживала, тем более, что большая часть петита, который вышивается блендом, то есть нижний полукрест одним цветом, верхний полукрест другим цветом, он как раз используется именно, вот был именно в лице и руке. Тем более, что это бежевые такие оттенки коричневые, но я рада, что они не такие светлые, не знаю, насколько это уж хорошо тут на Бабе-Яге отражается, но вышивать мне ими было легче, чем какими-то очень светлыми оттенками, поэтому с этой точки зрения я, пожалуй, довольна, что здесь именно такие цвета использовались. Дальше буду вышивать еще, наверное, петитом в следующий раз пошью, потому что хочется мне дошить вот здесь вот, доделать, да, вот пропущенные участки, ну и, наверное, перья тоже вышью. И получается, что уже большая часть таких мелких крестиков у меня будет готова, останутся только те, которые в рамочке, потому что, ну, череп, да, ожерелье с черепом в рамочке, тут еще как минимум по одному с каждой стороны будет, а может и по два, даже по два, наверное, скорее всего. Но это уже прям мелочи, все-таки вот здесь, наверное, основная часть петита сосредоточена. Вот так у меня сейчас выглядит бабуся, смотрит уже на меня своим немигающим взором. Хочется тоже на ней сделать бэкстич, чтобы, ну, как-то все-таки ее преобразить, да, проявить.
Но этим будем заниматься в следующий раз. Готово у меня уже 64,7% здесь. И бабуся близка к тому, чтобы перебраться в следующую категорию. Из категории «Думая о великом» в категорию «Не сбавляет темп». Буквально один раз мне ее так нормально на 1000 крестиков повышивать, и она уже переберется туда. То есть это уже есть ощущение, что остается не так уж много в ней вышивать, а работа все-таки большая, объемная, поэтому, конечно, очень это радует. Идем дальше, и дальше я покажу вам лонгдог. Давайте посмотрим на то, как он у меня выглядел. Я его брала в руки, честно говоря, с таким, знаете, осознанием, что скорее надо бы его повышивать, потому что он мало у меня продвинулся в этом месяце, и в прошлый, позапрошлый месяц тоже продвигался мало. Хотелось результата чуть большего, но не потому, что мне так сильно хочется лонгдог повышивать, а потому что именно хочется результата. Но когда я взяла его в работу, он так хорошо у меня в этот раз пошел, я прям наслаждалась процессом, и теперь работа у меня выглядит вот так. Я сделала здесь больше 1000 крестиков, 1166, и я, пожалуй, довольна тем, что вышивала в этот раз не только темно-серым основным цветом, который используется у меня в лонгдоге, но и 2 другими тоже я решила вышивать сразу. То есть мне хотелось сразу увидеть вот этот элемент, так как он будет выглядеть уже по итогу. По итогу он вот так вот и должен выглядеть. Поэтому я сделала вот эту вот серую полоску и вышила розовые крестики. Вот здесь цветочки сделала тоже. И это как-то вот сразу придает завершенность именно этому участку. И мне очень нравится, как он смотрится. Мне вообще вот этот вот момент как-то очень симпатичен. Помимо этого я вышила птичку. Здесь вот такая кракозябра вверху находится. Может быть, не слишком красивая, без нее бы смотрелась лучше на данном этапе. Но у меня оставалась нитка, когда я закончила вышивать птичку вот здесь. И как-то было просто грех отстригать эту нитку, оставлять ее. И, в общем, я сразу тут вышила тоже следующие крестики. Поэтому такой вот не очень приглядный кусочек тут есть. Дальше, наверное, пойду немножко в эту сторону, потому что так просто будет удобнее. Еще я сделала розовые крестики вот здесь чуть-чуть вышила один лепесток у цветка, потому что там оставалось у меня пропущено, а когда я вышивала вот здесь розовым, ниточка у меня тоже оставалась, и я такая посмотрела, могу я ее здесь где-то пристроить или нет. Смогла только буквально 12 крестиков вышить еще дополнительно розовым. Дальше опять перейду к темно-серому цвету, буду вышивать вот здесь. Вот. Уже такой значительный кусочек у меня здесь образовался. Я поняла, что мне, наверное, все-таки, по крайней мере, вот сейчас здесь мне больше нравится, когда у меня уже что-то есть, вот это не совсем у меня чистый белый лист, а когда у меня уже вышивка какая-то появляется, и вот так это для меня выглядит более симпатично и больше хочется продолжать. Хочу показать вам этот участок тоже поближе. Вот как-то так. И смотрите, как здорово. Очень мне нравится вот эта вот часть. И нравится, как сюда встроилась вот эта серая линия. Потому что все-таки я самостоятельно раскрашивала этот лонгдог. И пока я довольна тем, что у меня получается, как все это выглядит. Мне все очень и очень даже нравится. Птичка такая намеревается улететь, она как будто из этого сюжета куда-то намылилась. Такая смешная. В общем, здесь у меня такое продвижение. Очень приятное, хорошее. Я довольна. И третий процесс, который я вам анонсировала в начале недели, и который я говорила, что буду вышивать, конечно же, это жабонька. И жабонька у меня полностью готова. Посмотрите, какая прелесть получилась. Какие здесь очаровательные, такие прям реалистичные глазоньки. Они прям блестят и светятся. Очень классные. Я вчера
ходила на вышивальную встречу и брала жабоньку с собой. Ну, вот в начале работы я бы, наверное, не отважилась ее взять с собой, потому что там довольно сильный большой разброс крестиков, и нужно много внимания, конечно, чтобы ее вышивать. Но так как мне оставалось в крестиках уже там совсем немного, и это нужно было заполнить буквально какие-то небольшие пропуски у нее там в пузике, что-то чуть-чуть, а в глазах там вот эти белые, желтые крестики тоже нужно было дошить, и немного еще нужно было вышить полукреста, то, ну, остальное бэк. Причем бэк я заранее посмотрела, что он простой, поэтому я решила взять ее с собой на вышивальную встречу, и там я ее почти закончила, чуть-чуть не успела дошить бэкстич, который уже сделала дома. И все прекрасно у меня там вышивалось. Ну и итогом этой встречи оказалось то, что еще несколько таких жабок будут вышивать у нас девочки в чате, потому что очень уж она многим приглянулась. Но она, правда, чрезвычайно милая, очаровательная. И если по поводу крестиков здесь все-таки есть определенные сложности, давайте немножечко технических характеристик. Да? Размер у нее получился, ну, где-то 15,5 по крестикам на 14 сантиметров, ну, может быть, 15 на 14, где-то вот так сантиметров. Работа у меня выполнена на льне от Убелхор 30-го каунта. И вот такой размер получился, соответственно, именно на этой основе. Мне очень нравится эта основа. Она приятная, комфортная, классная. И здорово на ней все вышивалось. Жабонька, она тоже прелестно сочетается, на мой взгляд. Поэтому я довольна. Что касается самой схемы. Здесь 25 цветов. Ну, понимаете, да, для такой небольшой работы 92 на 86 крестиков, ну, при неполной зашивке, 25 цветов, это довольно-таки прилично. И общее количество крестиков по марафону в саге, ну, будем считать 3800, практически 3800. То есть вот такой вот небольшой сюжет, 25 цветов, 3800. Из них крестиков примерно 3200. Есть еще полукрест и бэкстич. Бэкстич здесь вышивается всего двумя цветами. Это черный и вот такой зеленый. Трава обшивается зеленым, то есть только в траве зеленый бэкстич в одну нитку. Черный бэкстич, который выполняется именно по самой жабоньке, он вышивается в две нити. За счет этого получаются такие замечательные четкие контуры. Практически везде этот бэкстич счетный. Там было каких-то 2-3 момента, когда, ну, вроде бы не вот в угол крестика бэк вышивался, но прям это какие-то очень такие редкие моменты. В основном тут все счетное, вышивается очень легко. И вот несмотря на то, что бэк вышивала на встрече, все тоже шло просто замечательно. Поэтому что я могу сказать? Мне понравилось. Несмотря на то, что, ну, повторюсь, да, может быть, не самая простая схема, но результат получается очень классный, и это, на мой взгляд, главнее. При этом я не могу сказать, что как-то сложно вышивалось. Ну да, внимания требуется чуть больше, но в целом вышивалось все приятно и довольно-таки хорошо. Так что здесь я результатом довольна. Не знаю, как ее оформить, не оформить. Ну, такая малышка прелестная. Почему-то, ну, в рамочке я ее вообще не вижу. Мне кажется, тоже должна быть, не знаю, подушечка какая-то, пинкип может быть. Ну, то есть что-то такое. Может быть, вот в пяльце как-то просто оформить. Но здесь получается, что если в пяльце оформлять, тогда вот тут немножечко надо прятать вот эту нижнюю часть. Ну, это не страшно, в общем-то. Ладно, я подумаю над оформлением жабоньки. Уж очень она мила. Может быть, конечно, просто на нее полюбуюсь какое-то время и уберу ее в рулончик. И все на этом. Такое у меня тоже бывает. Давайте тоже вам ее чуть-чуть поближе покажу. Здесь, видите, где много цветов. То есть понятно, что в глазах. Кстати, глаза вышиваются очень легко. Они получаются очень такие, ну вот прям натуральные, объемные, да, 3D-шный прям эффект, но при этом вообще никаких сложностей в глазах нет. Больше всего разброс идет, ну, вот в самой жабоньке. Ну, вы видите, она такая пестренькая. И я думаю, что для жабы, наверное, очень натуральный получился окрас.
как раз, вероятно, за счет вот этого разброса крестиков. Хотя, были там у меня парочка, наверное, таких моментов, когда я думаю, зачем? Зачем? Вот здесь, например, есть одиночный желтый крестик. Наверное, можно было без него обойтись, но это, знаете, тоже так. В общем-то, если придираться, можно найти моменты, которые, скорее всего, можно было чуть-чуть упростить. Но, в общем, результат все равно мне нравится. И процесс, в общем-то, тоже был достаточно комфортным и приятным. Вот такая вот милейшая жабонька. И теперь пусть она полежит в кадре, немного поговорим о том, что я буду делать дальше. Собственно, нужно вам показывать ведь то, что я буду делать дальше. Дальше я возьму работу, за которую проголосовали на Бусти. В этот раз, я не могу сказать, что единогласно, но прям около 40% голосов было именно за этот сюжет. И это венок от Dimensions. Вот этот прекрасный, замечательный венок всех сезонов, который у меня сейчас находится на таком этапе. В прошлый раз я его достаточно хорошо вышивала, насколько я помню, прям так активненько и хорошо продвинула. Однако пока я еще не достигла того результата, который хотела бы достичь весной. И, конечно, я думаю, что именно весну я не дошью. Вообще здесь как-то проще уже ориентироваться, наверное, в процентах. Я хотела до конца весны довести работу до 40-50%. То есть примерно, хотя бы до 40, скажем так. Хотя бы до 40%, и сейчас у меня готово 35. Я не уверена, что в этот раз, когда я повышиваю работу, у меня будет 40, но будет уже что-то близкое все-таки к этому. Поэтому я очень рада, что девочки проголосовали за венок, и с удовольствием им позанимаюсь, с удовольствием его повышиваю. Вышивать в этот раз буду крестики исключительно, бэкстич немножко попозже буду делать. И что у меня здесь? У меня предстоит вышивка розовыми оттенками, потому что я буду вышивать вот этот цветочек и розочку. Как раз вот этот цветочек у меня уже начат. И вот здесь у меня будет розочка. В них цвета перекликаются некоторые. В розочке, конечно же, их больше. Но вот я думаю, что удобно будет вышивать их параллельно. Здесь вот я уже подобралась к розочке вплотную, вышила зеленые как раз все крестики, поэтому мне удобно будет начинать ее вышивать отсюда. И здесь тоже цветочек уже начат, соответственно, тоже будет удобно. Но и я думаю, что, скорее всего, мне вот этих двух цветов хватит на этот раз просто за глаза. Может быть, даже я не успею вышить целиком розочку. Посмотрим, как будет работа продвигаться, но 1000 у меня в планах есть. Так, теперь поговорим о том, за что голосовали на YouTube. На YouTube тоже очень много было голосов за венок. Многие за него болеют, переживают, помнят о том, что я хочу его вышить в течение года, а значит, нужно его почаще брать в работу и продвигать. Спасибо вам за это. Я, в общем-то, не против продвигать эту работу. Помимо венка еще много голосов в этот раз было за слона от Анкор. Вспомнили про него многие. Видимо, грустно он пока выглядит со своими 5 вышитыми процентами, поэтому за него тоже голосовали достаточно активно. За остальные работы голосовали поменьше, но мне кажется, еще достаточно много голосов было за жирафов и за Ягусину весну. За категории голоса тоже были. В приоритете категория «Думай о великом», как мне показалось, на данном этапе находится. Поэтому, вообще голоса были за все работы, поэтому шансы точно есть у всех. За жабоньку, кстати, тоже голосовали много. И это тоже понятно, работа была на финишной прямой. Конечно же, многим хотелось, чтобы она завершилась, поэтому за нее тоже было много голосов. Ну что, давайте будем переходить к выбору задания из комментариев, посмотрим, что меня ждет дальше. Вставляем ссылку, загружаем видео. Так, вот он, снеговичок у нас появился. И выбираем, что же меня ждет. Что-то, наверное, прекрасное и удивительное. Ведь все работы мои прекрасны и удивительны. Так. Давайте узнаем, кто это у нас. Это у нас Пелагея Гуникова. На
Значит, пишет она: очень рада появлению в кадре бабушки Яги старшей, и ничего, она не страшная, просто серьезная, ведь персонаж она непростой. Я очень согласна с Пелагеей, это действительно так, мне кажется, Баба Яга, она неоднозначный, конечно, такой персонаж, она с сложным характером женщина, поэтому она такая серьезная. Ну и, конечно же, поздравляю с финишами, спасибо, а голосовать буду за Лонгдог. Такой неожиданный может быть выбор. Хотя за Лонгдог в этот раз, мне тоже кажется, голосов было побольше, чем обычно. За него вообще-то голосуют не очень много, как правило. Но в этот раз голосов было немножечко больше. Что ж, Пелагея, спасибо вам огромное. Я с радостью продвину Лонгдог еще, несмотря на то, что он на этой неделе у меня уже повышивался. Ну что, смотрим еще раз на Лонгдог, запоминаем, как он у меня выглядит. Готово в нем, кстати, 29 почти с половиной %. И в этот раз я так смотрела, думаю, жаль, что не дотянулась до 30%. Но сделать усилие дотянуться, это тоже 0,5%. Здесь сколько? 400 крестиков где-то. То есть серьезненько так, в общем-то. Поэтому я сразу от этой идеи отказалась. Теперь у меня есть возможность довести эту работу до 30%. Преодолеем эту цифру и порадуемся этому факту, я думаю. Буду вышивать вот здесь, как я вам уже и сказала. Что там дальше расположено, не знаю. Вероятно, какие-то узоры. Вот здесь у меня сова выглядывает с короной. Буду продолжать вышивать именно эту часть. И надеюсь тоже на 1000 крестиков. Что я возьму еще? Еще у меня, конечно же, как обычно, масса вариантов, потому что, несмотря на то, что я завершила жабоньку, 10 еще работ у меня есть в процессах, выбирать есть из чего. И хочется повышивать многое. Но я решила взять работу, которую вообще-то я планировала закончить весной. Я ее теперь точно знаю, что не закончу, но хотя бы еще чуть-чуть туда продвину. И это жирафы от Анкор. До финиша здесь, конечно же, еще очень далеко. Готово 64%. Я сейчас на том этапе, когда вышиваю параллельно траву и небо. И пока это мне дается, нормально мне это дается, но не быстро. В этот раз буду делать то же самое. Снова примерно половину времени уделю небу, половину времени уделю траве. Обычно я начинаю с травы, с бэкстича в этой работе начинаю. И когда я уже от него устаю, тогда я перехожу на небо, отдыхаю там. В этот раз сделаю тоже так же, по всей вероятности. Поэтому немножко у меня добавится бэкстича в траве и немножко добавится небо. И в этот раз я пока еще не смогу закончить весь бэкстич в плане травы, потому что его здесь еще предстоит мне вышить много. Но надеюсь, что хорошо в этом продвинусь, потому что когда я закончу вышивать бэкстич на траве, все станет намного легче, быстрее. И мне кажется, работа просто влетит на эту финишную прямую и просто проскочит по ней моментально. У меня такие ощущения. На данном же этапе мне вышивать еще, чуть меньше уже 10 тысяч, но все-таки 9, что-то близкое, в общем, к 10 тысячам. Поэтому работы здесь еще предстоит довольно много. К переходу в следующую категорию финишную пока работа не готова, а очень хотелось бы ее туда перевести. Такие у меня планы. Получается, вышивать я буду венок, лонгдог и жирафов. И в конце недели увидимся, посмотрим на мои результаты. Что ж, неделя подходит к своему завершению. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Значит так, я вышивала венок от Dimensions и хотела вышить маленький цветочек и большую розочку. Давайте посмотрим, как у меня выглядела работа. Я думала вышить здесь 1000 крестиков, но по итогу сделала немножко больше, и теперь работа выглядит вот так. Почему я сделала немножко больше, думаю, вы догадываетесь. Мне очень уж хотелось дошить розочку. Да,
1000 крестиков не хватило, а вот 1323 крестика практически было достаточно для того, чтобы дошить розочку. Почему практически? Потому что вот здесь все-таки есть несколько недошитых крестиков, я не стала их дошивать, потому что этот цвет, он будет использоваться вот здесь недалеко, но это не настолько близко, чтобы я могла сразу этот цвет тоже вышить после этих крестиков. Поэтому я решила оставить здесь чуть-чуть пропущенное, и когда я доберусь, пошью другими цветами, сразу вышью и то, и другое. Вот так, этот цветочек готов, розочка тоже практически готова. Давайте тоже вам чуть-чуть поближе придвинем. Вот такая красота получается, и здесь у меня работа продвигалась, ну, мне кажется, достаточно быстро, хорошо, приятно, то есть особых каких-то новых ощущений я не испытала, все как и до этого тоже было. Вот очень, конечно, большая разница, когда смотришь на ту часть, которая без бэкстича, и на ту часть, которая с бэкстичем. Очень-очень все это дело отличается. Бэк, конечно, в Диме имеет огромнейшее значение и очень сильно работу преображает. До бэкстича, я думаю, что тоже скоро уже доберусь. Ну, как скоро? Здесь мне нужно будет вышить пакет с семенами, по-моему. Тут у нас еще будут повыше ландыши. Так что еще весенняя часть у меня вышита не вся. Немножко еще повышиваю ее. Хотя здесь уже, ну, надо как-то сюда тянуться. Может быть, имеет смысл вот семена вышью вот в этой части. И тогда, наверное, уже можно будет сделать бэкстич и сдвигать работу ниже, чтобы было удобнее вышивать. Готово у меня сейчас здесь 39%. Да, еще пока 40 нету, но все равно я почти что подобралась к той цели, которую ставила себе на май, что, конечно же, меня радует. Дальше я занималась лонгдогом, второй раз уже на этой неделе. Давайте вспомним, как он у меня выглядел в середине недели. В этот раз я тоже хорошо прибавила, снова больше 1000 крестиков, 1112 крестиков добавилось у меня в этом сюжете, и теперь лонгдог выглядит вот так. Я думаю, тоже хорошо заметен тот кусочек, который у меня появился, собственно, вот этот. Вот. И в этот раз я вышивала немножко светло-серым цветом, ну, более светлым, и большую часть вышивала темно-серым цветом. Прибавила, как я уже сказала, 1112 крестиков, преодолела отметку в 30%, до 31 не добралась, 30,8 у меня сейчас здесь готово. Позанималась чуть-чуть бэкстичем, тоже поближе. Бэкстича в этой работе не так, чтобы сильно много, но набегает. Знаете, если посмотреть общее количество бэка в этом сюжете, то там прилично получается. Ну, а так, конечно, по чуть-чуть буквально. Вот здесь вот решеточку такую вот я вышила в серединке. Не заметила сначала, что она там есть, а когда выделила бэк и вышивала вот этот вот элементик, то обратила внимание, что здесь тоже бэк есть. Поэтому его тоже, естественно, захватила. Появились у меня вот эти две птички на серых цветочках, то есть вот эти серые цветочки и вот эти две птахи появились. Ну и вот этот вот элемент, ну, ромбик, да, можно его, наверное, назвать, тоже у меня вышелся в этот раз. У меня был начат он только вот совсем-совсем вот так, как корона выглядела здесь у совы, а дальше вот, оказывается, такой большой элемент появился. Внутри здесь будут розовые крестики, такое розовое сердечко условное. Здесь тоже еще будут розовые, ну, в общем, тут кое-что добавится. Вот здесь появились тоже такие контуры птичек, и довольно много свободного места осталось вот здесь. Вообще-то здесь расположены инициалы дизайнера, но я не хочу их вышивать. Я подумала вышить свои инициалы, но тогда нужно менять шрифт, потому что если переделывать буквы тем же шрифтом, который и используется у дизайнера, то как-то буковки не совсем помещаются, либо помещаются, но не очень хорошо. В общем-то, не сказать, что здесь так уж много свободного места, но, тем не менее, как-то пустовато немножечко. Да? Я решила, что я подумаю, что здесь можно изобразить. Может быть, какой-то маленький элемент, может быть, добавлю еще один цветочек, например, вот такой же. Вот видите, здесь розовый, потом серенький у меня. Можно сюда тоже добавить какой-нибудь розовый цветочек, либо какой-то другой элемент. В общем, я
чуть-чуть подумаю и определюсь. Может быть, все-таки сделаю инициалы, но это вряд ли. Как-то вот мне этот вариант нравится меньше. Поэтому здесь пока остается пустое пространство. Мне еще вышивать много-много-много на этой части, пока я не переставлю раму. Поэтому думать тоже можно сколько угодно практически. Ну, время подумать есть, скажем так. В общей сложности у меня за эту неделю добавилось в лонгдоге 2278 крестиков, что, конечно же, чрезвычайно радостно для меня и очень ощутимо прибавило работу. Вот визуально тоже это кусочек получился довольно-таки приличный и симпатичный. Так что здесь я тоже рада и довольна. Ну и у меня еще по плану были жирафы от Анкор, и здесь тоже у меня нормальное такое продвижение. Давайте посмотрим, как у меня выглядела эта работа до этого подхода. И в ней у меня тоже получилось сделать более 1000 крестиков, 1089 крестиков. И теперь работа выглядит вот так. И вы можете меня поздравить. Ура, ура, ура! Я дошила траву. Я как-то не думала, что я дошью ее в этот раз. Мне казалось, там еще много-много-много. Оказалось, уже не так много по сравнению с тем, что было сделано. Поэтому, да, мне еще пришлось дошить тот цвет, который был начат. Потом у меня был такой темно-коричневый цвет, он шел вот здесь внизу. Потом у меня был такой, вы знаете, как бы вот охарактеризовать там, ну, можно, конечно, назвать его светло-коричневый. Ну, пусть будет светло-коричневый, в общем, цвет. Он тоже тут присутствует. Его плохо видно. Плохо было видно его и в схеме. Я как-то вообще его не заметила, пока не начала выделять вот каждый цвет последовательно и не всматриваться, где же он там есть. Потом смотрю, вроде бы что-то там есть. А он настолько близок к другим крестикам, ну, в смысле к цветам крестиков, что вообще очень плохо различим. И когда я его, вот цвет там именно поменяла, на кардинально другой выделила, сделала его синим, только тогда я его отчетливо увидела и смогла вышить. Его не очень много, но тоже он здесь есть. Поэтому еще 3 цветами, получается, я повышивала бэкстич вот именно в траве. К тому же дошила бэк на вот этих 2 зебрах белым цветом. Я вам говорила там в какой-то момент, что, кажется, я забыла, проверила. Да, действительно, есть немножко белого бэкстича на вот этой зебре и на вот этой тоже. И теперь у меня вот эта нижняя часть, она полностью готова. Ну, разве что вот здесь бэкстича нет на вот этих ногах жирафов, потому что вот здесь на ногах тоже весь у меня бэк. Нет, вру, не весь, потому что здесь еще по одной стороне, вот по вот этой, да, с которой светит у нас солнце, идут линии бэкстича такие желтые. Желтые или оранжевые. Вот их я не вышивала, поэтому здесь вот еще будет на тех жирафах, где вышит черный бэкстич, будет еще и желтый. Но вот здесь у меня и черный тоже на этих ногах у них не вышит. Но все, что касается вот до жирафов, у меня все-таки уже полностью готово, и включая бэкстич, что, конечно, меня очень сильно радует, потому что это самая-самая сложная именно относительно бэкстича часть, да и тоже, что касается крестиков, у меня самое сложное сделано, потому что в крестиках самое сложное были жирафы, вот в бэкстиче самое сложное были зебры, ну и травы, конечно, здесь тоже много, поэтому дальше работа будет проще. Да, у меня там есть еще и крестики, крестиков тоже еще заметненько будет, потому что там огромное такое дерево, где много вышивки крестом, но там это легко. Много полукреста, будет еще довольно-таки много бэкстича и на самих жирафах, и опять же на том же дереве. Но, как мне кажется, все это будет уже значительно проще, чем та часть работы, которая у меня проделана. В этот раз я еще позанималась небом. Я думаю, что здесь тоже заметно, что оно прибавилось. Я решила пойти самым таким, ну, наверное, простым путем. Я выбирала цвет, который у меня ниже всего расположен, вот, пропущен, и вышивала им столько, сколько мне было удобно это делать. Потом брала следующий и так далее. Здесь вот белым цветом вышиваются крестики, все остальное вышивается полукрестом, поэтому получается, что я вот здесь, в общем-то, хорошо так позаполняла, вот здесь немножко поделала полукреста, вот между жирафами вот здесь, и даже вот здесь тоже такой рыженький цвет у меня появился. Поэтому тоже, в общем, работа хорошо продвинулась, 68% у меня уже
уже здесь готово, что, конечно же, прекрасно. У меня сейчас 2 работы от Анкор в процессах, и я очень мало, скажем честно, уделяю внимание второй работе, которую начала не так давно, потому что мне хочется все-таки закончить жирафов и тогда уже активно вышивать слона. Поэтому я очень радуюсь тому, что жирафы у меня так хорошо подросли. Ну и что у меня получилось в целом за эту неделю? За эту неделю у меня получилось сделать 6462 крестика. Ну, то есть почти что 6500 крестиков, что, конечно же, супер. Я закончила одну работу, жабоньку от Елены Золотухиной. Мы с вами полюбовались на нее, получилась она чрезвычайно милая и очаровательная. И благодаря этому финишу у меня осталось всего 10 работ в процессах. В категории «Хочу финиш» у меня сейчас только один сюжет, это «Совиный лес», янтарные птички, ночные трели янтарных птиц. Он у меня на этой неделе не вышивался. Категория «Не сбавляй темп», здесь 4 сюжета, и 3 из них на этой неделе я не брала. «Северная сказка», «Имбирные снеговики» и «Гусиная весна» остались без внимания. Из этой категории продвинулись у меня только жирафы, и в них еще вышивать 8900 крестиков. Так потихонечку, неспешно подбираемся с жирафами к финишной категории. Категория «Думай о великом». 2 сюжета я не вышивала. Это «Весна в Париже» от РТО и «Слон» от Анкор. Но зато целых 3 сюжета я продвинула, и продвинула достаточно хорошо. Особенно хорошо продвинулся у меня лонгдог, более чем на 2000 крестиков, но вышивать в нем по-прежнему еще очень много, примерно чуть меньше, чем 55 тысяч крестиков. Венок от Dimensions тоже заметно продвинулся, до 40% чуть-чуть не дотянули, вышивать там еще 20 800 примерно так. И Баба Яга. Баба Яга у меня продвинулась на 1000 крестиков, достигла отметочки в 64%, близка к 65%, и в ней осталось вышивать 17 650 крестиков. То есть сюжет очень близок к тому, чтобы перебраться в среднюю категорию. Буквально один разок мне ее повышивать, и она уже переползет в категорию «Не сбавляй темп», что, конечно, меня тоже радует. Люблю, когда процессы переходят из категории в категорию. Так что вот такие у меня работы. Я сейчас думаю над тем, что запланировать мне на лето, как выстроить свои планы. На Бусти у меня там девочки тоже мне помогают составлять эти планы. И я думаю, что уже скоро я сделаю видео о итогах за весну и планах на лето. Отдельно я сейчас планы, как правило, не снимаю, обычно соединяю вместе вот итоги предыдущего сезона и планы на следующий, но я подумаю, посмотрю, может быть, и имеет смысл разделить, но это ладно, посмотрим по тому, сколько времени займет та и другая часть. Ну, в общем, в скором будущем я надеюсь, что я это сделаю. Также я уже собираю информацию по новинкам нашим вышивальным за май, и тоже надеюсь, что скоро смогу сделать это видео. В общем, планов у меня много, хотелось бы, чтобы все это успелось и получилось. Но я надеюсь, что видео вам сегодняшнее понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если хотите, чтобы я продвинула какую-то работу, по-прежнему выбираю задания из ваших комментариев, поэтому пишите, какую работу вы хотели бы, чтобы я продвинула, либо голосуйте за категорию, тогда я из нее буду выбирать случайным образом. Ну и, конечно же, пишите, как вам моя жабонька, понравилась ли вам эта замечательная лягушечка или это не ваша, тоже можете написать, я не расстроюсь и не обижусь. Ну и приходите смотреть следующие видео, я надеюсь, что в среду уже будет следующее видео. Хочу сказать всем большое спасибо за просмотр, спасибо моим подписчикам на Бусти, которые поддерживают финансово мой канал, мою деятельность. Если вы хотите тоже присоединиться, то, пожалуйста, переходите по ссылочке. На Бусти можно оформить либо ежемесячную подписку, там есть 3 варианта, либо сделать разовое пожертвование. Ну что ж, на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Надеюсь, что уже очень скоро. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.